13-миллиметровые динамические драйвера, поддержка фирменного приложения, звуковые пресеты, шумоподавление на базе ИИ звонков, режим снижения задержки, защита по стандарту IPX4, 28 часов время автономной работы, до 7 часов только с наушниками, функция Google Fast Pair, сенсорное управление и, как вы уже поняли, это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds T01. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в желтой небольшой коробке из тонкого картона. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Все стандартно. Упаковка максимально дешевая, как для Realme. В коробке находится пластиковая форма, в которой лежит кейс, и отдельно наушники, а также есть краткое руководство. Вес кейса 31 грамм, вес одного наушника 3,5 грамма. Габариты кейса и габариты наушников вы видите на экране. Звуковод же овальной формы с обыкновенной сеточкой. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю Poco X6 Pro ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ну и в комментарии вы должны указать свое имя в телеге и еще подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть белая и черная расцветка. Форма кейса овальная, дизайн простой. На корпусе есть надпись Realme, разъем Type-C и выступ для удобного открытия крышки кейса. Корпус кейса выполнен из матового пластика. Качество материалов довольно бюджетное, что можно сказать и про сборку. Но не все так мрачно. Каких-то сильных зазоров или очень плохо оформленных стыковочных швов здесь нет. Кейс не марки, но довольно скользкий. Открыть одной рукой кейс можно без проблем. Шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии фиксируется. Ко всему, люфт у крышки практически отсутствует. Хлопок при закрытии кейса звонкий, но не громкий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки. Все как у всех. Маркировку left и right и, разумеется, краткую информацию, как всегда, мелким шрифтом. Извлекать же наушники не особо комфортно из бокса, но можно приноровиться, разумеется, приноровишься. Наушники в кейсе гуляют. Если попытаться вытряхнуть наушники с закрытой крышкой кейса, то они не вылетят, а с открытой крышкой необходимо приложить немало усилий. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из такого же матового пластика, как и кейс. Стыковочные швы заметны, но собрана пара неплохо. Эргономика наушников близка к стандарту форм-фактора вкладыша, поэтому подойдут они для многих. В случае неплотной посадки можно приобрести еще силиконовые насадки. У меня же наушники сели неплохо. В повседневном использовании поправлять их особо не приходится, но во время пробежки они могут вылетать. Какого-то дискомфорта даже после длительного прослушивания музыки я не обнаружил. Далее, на корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофона и сенсорные панели. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима и регулировка громкости. Одиночного тапа здесь нет. Команды сопровождаются системными звуками, на тапы наушники откликаются корректно, плюс за то, что можно использовать все команды одновременно. Далее, Realme Buds T01 оснащены 13-миллиметровыми динамическими драйверами по кодекам на борту AAC и SBC. Каких-либо дорогих технологий модель не использует, но плюс за то, что наушники можно подключить к фирменному приложению. Включить режим низкой задержки для игр, а также есть функция для увеличения общей громкости наушников и звуковые эффекты, такие как бас, баланс и четкий. Сами предустановки звука неплохие, но кастомного эквалайзера здесь нет. Далее, заряд наушников в шторке отображается по одному. Наушники работают и переподключаются они бесшовно. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Ко всему, данная пара поддерживает функцию Google Fast Pair. Мультипоинта и датчиков обнаружения, разумеется, нет, что неудивительно. Далее, емкость аккумулятора кейса 400 мАч. Полный цикл зарядки кейса и наушников занимает 1 час 45 минут. Емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч. Наушники от кейса заряжаются за 1 час 15 минут. Беспроводной зарядки у кейса нету. По заявлению производителя, пара может прослужить 28 часов вместе с кейсом и 7 часов используя только наушники. По моим тестам, данная пара с кодеком AAC на громкости около 70% живет 5 часов 50 минут. С кейсом 23-24 часа. 10 минут зарядки наушников от бокса дают еще 1 час работы в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX4. Я окунул их в проточную воду, после чего просушил, и мой экземпляр не вышел из строя. Вообще ни одни наушники за 7 лет, что я тестировал, не выходили из строя, но я вам не советую намеренно топить наушники. Далее, беспроводные наушники Realme Buds T110 работают в паре с приложением Realme Link. В приложении, кроме ранее перечисленного на стартовой странице есть заряд наушников в процентах по отдельности. Обновить ПО через приложение, по всей видимости, можно, но мне обновление еще не прилетало. Далее, Bluetooth версии 5.4 через одну стену, как и через две стены, наушники от смартфона не отваливались, но на улице изредка проскакивали фризы, как, к слову, и в модели T110. Да и в целом эти две модели одинаковые по функционалу, но T110 это вакуумный
умные наушники. С подключенным игровым режимом задержка на YouTube неприемлемая, как, к слову, и в играх. В целом примеры вы сейчас увидите на экране. Хотя YouTube, по идее, должен подстраивать. Микрофоны с шумоподавлением ENC ничего невероятного в использовании не показали. Обыкновенные бюджетные микро для очень коротких разговоров в целом использовать наушники можно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme, Тэшечка, и они практически самые дешевые у них в линейке. Ну, что можно сказать? Как всегда, если вы будете в тихом помещении с нормальной акустикой, разговаривать с собеседником вы сможете. Если будете на улице, и тем более еще где-нибудь, где шум, однозначно собеседник вас слышать практически не будет. Звучание. Как для вкладышей, звучание неплохое. В стоке без применения звуковых эффектов высокие частоты звучат приятно, но они слегка песочат. Середина имеет среднюю проработку, низкие же, разумеется, практически отсутствуют. При этом сбалансированность звучания неплохая, и сказать, что в общей картине звук плохой, однозначно нельзя. Звук далек от идеала, но за свою стоимость нормальный. Из минусов есть проблема со стабильностью связи. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, Realme Buds T01 бюджетные вкладыши с отличным функционалом, так как есть корректно работающие приложения, сенсорное управление и вспомогательные функции. Плюс время автономной работы среднего уровня и неплохое звучание. От меня девайсу однозначная да, так как его можно рассматривать к покупке за те деньги, что его продают на сейлах. Добра и удачи вам, дорогие друзья!